Южная Корея почти в 2 раза увеличила экспорт автомобилей в Россию. Корейцы возвращаются, народ нашел лазейку в утилизборе, плюс сейчас выгодный курс доллара. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. В прошлом месяце импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию показал заметный рост, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Эти данные предоставлены статистической службой Южной Кореи. При этом объем поставок достиг максимального значения за последние 12 месяцев. Общая стоимость ввезенных автомобилей составила $72 миллиона США, что стало самым высоким показателем с февраля предыдущего года. Также в сравнении с позапрошлым месяцем объем импорта увеличился в 1,3 раза. Основной вклад в объем импорта внесли легковые автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 3 литров, на которые пришлось $50 миллионов. Кроме того, возились автомобили с дизельными моторами объемом от 1,5 до 2,5 литров, а также модели с бензиновыми двигателями объемом от 1 до 1,5 литров. Везут сейчас в основном Kia Carnival, Kia KX3, Hyundai Tucson, Kia Seltos, Kia Morning, Kia K5, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade. Хотелось бы, чтобы они стоили по 2 миллиона как раньше, но реалии сейчас другие. Но даже сегодня при таком выгодном курсе валют грех не заказать тачку из Кореи, чем граждане и пользуются. Благодаря этому скачку Россия заняла 12 место среди крупнейших импортеров южнокорейских легковых автомобилей, поднявшись с 22 позиции, на которой находилась год назад. Лидерами же по объему закупок стали США. На их долю пришлось $2,8 миллиарда. Следом идет Канада $487 миллионов, Австралия $226 миллионов, Киргизия $224 миллиона, Великобритания $205 миллионов и Казахстан $174 миллиона. Между тем сейчас наблюдается существенное снижение импорта китайских легковых автомобилей в России. Объем этих поставок сократился примерно вдвое. Причиной падения стал рост утилизационного сбора, который увеличился почти в 2 раза. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утильсбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет Автоазия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. Автоазия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в Автоазию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Кстати, на днях корейская Kia вернула Россию в свой план продаж. С тех пор, как в 2022 году закончилась эпоха доминирования южнокорейских брендов Kia и Hyundai на российском автомобильном рынке, их место прочно заняли китайские производители. Еще в 2021 году суммарная доля продаж новых машин этих двух корейских марок достигала 23%, что даже превышало показатели АвтоВАЗа, занимавшего 21% от общего объема продаж. Китайские автопроизводители в тот период довольствовались менее чем 10% долей. Однако в этом году ситуация кардинально изменилась. Теперь на их долю приходится свыше 60% продаж. АвтоВАЗ удерживает около 27%, а Kia и Hyundai уже не фигурируют среди лидеров. В 2022 году вслед за многими другими
международными автокомпаниями, корейские бренды прекратили официальные поставки новых машин в Россию. Но в отличие от Toyota, Renault, VAG и других, которые полностью свернули бизнес и закрыли свои представительства, Kia и Hyundai официально не покидали российский рынок. Представительство концерна до сих пор функционирует. Дилеры продолжают обслуживать автомобили, а поставки оригинальных запчастей для сервисного обслуживания не прекращаются. Однако поставки новых авто остаются только в сером формате, причем цены на такие машины довольно высокие. Так, к примеру, сегодня за Kia Seltos просят от 2,5 до 3,5 миллионов рублей, за Sportage от 3,5 до 5,5 миллионов, за Kia K5 от 3 миллионов 300 тысяч до 5 миллионов 600 тысяч рублей, а Sorento обойдется в 5-5,7 миллионов рублей. Намного дешевле привезти их себе с компании Автоазия, экономия минимум 1 миллион рублей. Дилеры же Kia и Hyundai эти автомобили доставляют преимущественно из Казахстана и Китая. Причем казахстанские версии близки к тем, что ранее продавались в РФ, тогда как у китайских аналогов могут отсутствовать даже базовые зимние опции. При этом серая гарантия фактически недействительна. В этом году на бывшем петербургском заводе Hyundai под крылом компании AGR начали официально выпускать автомобили под знакомыми именами Rio, Solaris, Creta и Rio X. Машины продаются с гарантией, якобы собираются из оставшихся комплектующих, но производство продолжается уже 1,5 года, и склады, похоже, не пустеют. Это вызывает подозрения о возможной негласной поддержке со стороны Hyundai. Цены, впрочем, не радуют. Седан Solaris HS стоит от 2 до 2,5 миллионов рублей, модель KRS от 2 до 2,5 миллионов рублей, кроссовер HS от 2 миллионов 650 тысяч до 3 миллионов 764 тысяч рублей, а хэтчбэк KRX от 2 миллионов 181 тысячи до 2 миллионов 586 тысяч рублей. При таких ценах многие потребители отдают предпочтение более продвинутым китайским моделям с богатой комплектацией, либо самостоятельному привозу из Кореи. Осенью прошлого года начали циркулировать слухи о возвращении Kia и Hyundai на российский рынок. Заинтересованность корейцев подтверждается не только их желанием вернуть контроль над петербургским заводом AGR, который был продан с возможностью обратного выкупа в течение 2 лет, но и заявлениями Автотора. Последний выразил готовность возобновить сборку корейских моделей, поскольку выпуск менее популярных брендов, таких как Байк и Кай, принес предприятию убытки в размере 4,3 миллиарда рублей только за прошедший год. Сейчас Kia и Hyundai находятся, что называется, на низком старте. При улучшении международной обстановки именно они могут стать первыми из ушедших брендов, кто вернется в Россию. Дополнительным подтверждением этих намерений служит тот факт, что корейская компания продолжает патентовать на российской территории новые модели. Среди последних седан Kia K4, являющийся аналогом Cerato, а также кроссовер Hyundai Ioniq 9. Корейцы, осознавая усиление позиций китайских марок в России, признали необходимость тщательно продумать стратегию возвращения, оценить затраты и учесть политическую обстановку. Представитель компании подчеркнул, что успех возможен только при сбалансированной политике обеих сторон и учете интересов потребителей. Несмотря на ошибки прошлого, Kia и Hyundai вновь хотят заявить о себе. Они рассчитывают, что в России их встретят позитивно и создадут условия для развития. Однако за 3 года многое изменилось. Российские автолюбители уже адаптировались к новым реалиям, и корейцам теперь предстоит сложная борьба за внимание потребителя, в которой многое будет зависеть от ценовой политики. Поклонники брендов действительно ждут возвращения любимых моделей, но не по завышенным ценам. План на этот год у корейцев продать 50 тысяч автомобилей в России. Выглядит амбициозно, если не сказать мало реалистично, особенно на фоне общего падения рынка новых авто в стране. А вы рассматриваете пригон авто из Кореи? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Вы живете в полной гармонии с окружающим миром, если вам нравится мелодия будильника на телефоне. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.